Друзья, приветствую! С вами Константин Горячев. Видео об ипотеке на строительство в 2023 году получилось большим, и мы разбили его на несколько частей для вашего удобства. В этой части вы узнаете о том, как можно строить дом по ипотеке Сбербанка только через подрядчика или собственными силами, и какие нюансы при каждом способе строительства. Мы еще раз вспомним, что нужно делать перед тем, как покупать земельный участок, какие проверки нужно выполнить, чтобы не попасть в просак. И еще одна очень важная новость, что отменено разрешение на строительство. Обо всех этих вопросах смотрите в этом выпуске. Приятного просмотра! Константин, расскажите, каким способом можно построить дом? То есть я это могу сделать сама, либо мне нужно привлекать какую-то строительную компанию. То есть какие требования у банка? Можно построить и так, и самому строить, и через строительную компанию. Если строим своими силами, то дом нужно построить за 1 год. И если дом не построить за 1 год, то будет увеличение процентной ставки. При строительстве собственными силами денежные средства будут перечислены на счет заемщика. Если же мы строим через строительную компанию, срок строительства будет длиннее, будет составлять 3 года. Но денежные средства обычно по этой программе перечисляются на счет строительной компании подрядчика. То есть можно строить и так, и так. Константин, но ведь дом строят на земле. Если я еще не купила земельный участок, дадут ли мне ипотеку? Что делать в первую очередь? Ты совершенно правильно сказал, что построить дом должен быть земельный участок. Вот по земле самое большое количество проблем. Я сейчас объясню почему. Ну, во-первых, то есть начнем с того, что земельный участок может быть в собственности, и его также можно купить в ипотеку. То есть кредит будет предоставляться 6 миллионов или 12 миллионов, и на покупку земельного участка, допустим, если земельный участок стоит 1 миллион, то 5 миллионов предоставит на строительство, а 1 миллион предоставит на покупку земельного участка. Земля также может быть в аренде. То есть если у вас многодетная семья и получили земельный участок, ну или просто у вас по каким-то причинам земельный участок находится в аренде, вы можете на этом земельном участке построить дом, и вам дадут ипотеку на строительство дома. При этом право аренды уйдет в залог, и в некоторых случаях может потребоваться разрешение от местной администрации на залог права аренды, но строить на арендованной земле можно. Почему я говорю, что с землей больше всего проблем? Нужно очень внимательно проверить, нет ли на земле каких-то ограничений. То есть самое первое действие вообще вот перед тем, как вы запланировали построить дом, и понятно, что первым делом вы всегда ищете землю, Марина. То есть вы, наверное, тоже первым делом смотрите землю. Мы да? присматриваемся, да. Вот когда вы позвонили продавцу, посмотрели земельный участок, вы запрашиваете документы. Там у вас есть кадастровый номер. Не поленитесь, закажите выписку из ЕГРН. Это документ, в котором отражается статус собственности, это может быть долевая собственность, либо единоличная. И там же будут указаны ограничения на земельный участок. То есть это могут быть, этого может быть не видно, но это могут быть газопроводы, водоохранная зона, электрические сети, которые проходят рядом с участком. Это может быть историческое поселение, если это Московская или Ленинградская область. И все эти моменты растянут максимально срок получения вами ипотеки, либо могут вообще сделать невозможным получение ипотеки. Поэтому, если вы купите земельный участок перед тем, как одобритесь, и перед тем, как закажете выписку из ЕГРН, может получиться такая ситуация, что вам вообще могут на этот земельный участок не предоставить, не дать ипотеку. То есть поэтому заказываем выписку ЕГРН, и если мы там видим, что там есть какие-то ограничения, то обязательно в первую очередь разбираемся с этими ограничениями, связываемся с департаментом какой-то культуры, да, то есть или с организацией, которая выставила эти ограничения, и понимаем, согласуют ли они нам строительство дома. Вот это самое главное.
А какая должна быть категория земельного участка? С категорией вообще все очень здорово на самом деле, то есть категория может быть абсолютно любая. Вот в прошлом году была одна бумажка, которая тратила много времени и доставляла много проблем. Это разрешение на строительство, если вкратце, потому что получить ее можно было не на всех категориях земель, время это отнимало много, как это было сделать, это было достаточно сложно. Сейчас, слава богу, эту бумажку убрали. Разрешение на строительство не требуется в 2023 году. То есть не надо получать разрешение на строительство в 2023 году. Вместо него заемщик заполняет от своей руки заявление о параметрах планируемого строительства. То есть это такая бумажка на одном листочке, и вы там просто указываете площадь дома, собственно говоря, то есть адрес и все. То есть это делается буквально за 1 минуту. То есть в этом очень здорово. И вместе с этим разрешением на строительство стали проходить абсолютно все участки, вот абсолютно все участки, на которых возможно зарегистрировать жилой дом. То есть раньше какая проблема была? То есть по дачной амнистии можно зарегистрировать жилой дом, а разрешение на строительство на него не дают. И получается как бы такой, нестыковка, да, то есть вот как бы, чтобы получить ипотеку, нужно получить разрешение на строительство. Например, на землях СНТ, да, не предусмотрено было разрешение на строительство, но по дачной амнистии зарегистрировать дом можно было. Так вот теперь, то есть если дом можно зарегистрировать, то этот земельный участок можно приобретать и получать на него ипотеку на строительство. Обратите внимание, еще такой очень важный момент, тоже очень серьезная особенность, проблема, с которой мне очень много наших подписчиков писали, это если вы уже начали строительство и на земельном участке находится фундамент, или практически дом, да, то есть там под крышу выведен. И раньше в Сбербанке нельзя было получить ипотеку на строительство на такой участок. В конце прошлого года, в декабре, внесли изменения, и на текущий момент, если на вашем участке находится фундамент, либо дом под крышу, но обратите внимание, он не зарегистрирован, не поставлен на учет в Росреестре, то вы можете получить ипотеку по факту на достройку этого дома. Друзья, еще один очень интересный момент. У некоторых людей возникает такой вопрос, когда на земельном участке уже стоит дом, то есть и можно ли получить ипотеку на строительство второго дома? Ответ – можно, но при условии того, что ваш земельный участок позволяет построить на нем дом. Допустим, если земельный участок 15 соток, должны быть определенные отступы от забора, 3 метра от дороги и так далее. Вот если вот по этим параметрам у вас, исходя из параметров земельного участка, на нем можно построить второй дом, вам понадобится получить разрешение на строительство обязательно. Вот на строительство второго дома вам понадобится разрешение строительства, то можно построить второй дом. Если у вас земельный участок 5 соток, да, и, соответственно, конечно, на нем второй дом построить нельзя будет. То есть, поэтому здесь, исходя из параметров земельного участка. Марин, я совсем забыл сказать. Самое важное действие, вот ты спросила про подтверждение дохода, банк относится к доходам, как более лояльно, что ли. Но самое главное, это кредитная история. Друзья, вот очень простая процедура, которой 90% заемщиков пренебрегают при получении кредита. Я сейчас говорю о проверке кредитной истории. Я постоянно слышу от людей, что у меня все хорошо, мне кредиты одобряют, и из-за своей лени люди не проверяют кредитную историю. Вы знаете, куча моментов, когда не закрыты старые кредиты, не закрыты кредитные карты. Последний раз вообще была на протяжении 2 недель техническая ошибка, когда у человека нет просрочки, а в бюро кредитных историй числилась просрочка. Что у вас в этой ситуации происходит? Вы поленились, кредитную историю не проверили, подаете заявку, и что получается? Вы получаете отказ, и у вас мораторий 1 месяц. Поэтому я внизу видео прикреплю файлики и инструкции по проверке кредитной истории. Самое главное и самое первое действие перед подачей заявки на ипотеку на строительство, на любой кредит, проверьте вашу кредитную историю. Займет это ровно несколько минут. Нажмете на ссылку, авторизуетесь через госуслуги и нажмете скачать отчет.
О чем еще хотел сказать, Марин? Бывает, у людей сталкиваются по поводу доходов. Допустим, у человека есть основное место работы, допустим, человек работает в магазине, допустим, там, продавцом, и у человека есть дополнительный доход от сдачи в аренду имущества, либо там, человек там, в такси подрабатывает. Вот. Друзья, не надо бояться предоставлять для банка дополнительные доходы. Вполне нормально, то есть предоставить основной доход и дополнительный. Тем более, если заявку вы подаете по 2 документам. Вы прямо говорите, что у меня есть доход, есть зарплата официальная, есть доход от сдачи аренду, я еще подрабатываю в такси, и вообще банк может учесть все доходы. Расскажите, как зрители могут вас найти, как к вам можно будет обратиться? Друзья, найти нас очень просто. Под этим видео есть ссылочки на мой личный WhatsApp, есть ссылочка на сайт goodipoteka.ru, компания «Моя ипотека». Вы можете зайти на сайт, оставить там заявку, вы можете написать сообщением в WhatsApp, и также есть ссылка на анкету, на квиз, вы можете прокликать ее за несколько минут, и мы уже получим по вам готовую информацию, и на звонке сможем вас квалифицированно и полно проконсультировать. Вы можете связаться с нами любым способом, так как вам удобно. Друзья, спасибо, что выделили время и посмотрели этот выпуск. Я надеюсь, что вы нашли для себя здесь полезную информацию. В следующем выпуске мы рассмотрим с вами вопросы, как правильно подавать заявку на ипотеку. Что я имею в виду? То есть подавать самому через риэлтора или все-таки может быть через ипотечного брокера. В какой последовательности подавать заявку? Что делать сначала? Покупать земельный участок или одобрять поручителя? Что делать, если вам вдруг Сбербанк отказал в ипотеке? Что в этой ситуации делать? И много-много других интересных вопросов. Увидимся с вами в следующем выпуске. Сейчас, если вам не трудно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал. Я стараюсь для вас. Всем отвечу в комментариях, поэтому активно комментируйте это видео и увидимся в следующих выпусках.